Привет, друзья! Наступило время новых имен на рынке смартфонов. Игроки, которые ранее были немножко в тени, получили реальный шанс на успех. Сегодня у нас на обзоре смартфон itel Vision 3 Plus. Недорогой, с экраном 6,82 дюйма, аккумулятором на 6000 мАч, быстрой зарядкой на 18 Вт и чипом NFC. И все это счастье за 8990 рублей. Но давайте расскажу все об этом выгодном смартфоне подробнее. Устраивайтесь поудобнее. Поехали! itel прозвучит для многих как что-то новое, но на самом деле за плечами компании более 10 лет на рынке потребительской электроники. Сейчас продукция бренда продается в 50 странах. В России она представлена с 2018 года. Это еще один бренд Transsion Holdings, вдобавок к Infinix и Tecno. Все они очень активно разворачиваются на нашем рынке, поэтому интерес к смартфону itel очень высокий. Продается он в коробке ярко-красного цвета. Внутри упаковки смартфон, прозрачный чехол, провод зарядки и адаптер питания на 18 Вт. Спереди IPS HD+ экран на 6,82 дюйма с разрешением 1640 на 720 пикселей. Это 263 ppi. На экран уже нанесена пленка, под ней спрятано стекло с олеофобным покрытием. Сейчас мы его и проверим. И самое главное, услада для глаз — 90-герцовый экран. Фишка, которая не всегда встречается в смартфонах среднего бюджета, а тут менее чем за 9000 рублей. Нравится. Яркость экрана 350 нит. В целом оно комфортно и его хватает. Зато контрастность близка к 1500 к 1. Соотношение площади экрана к корпусу составляет 90%, из-за чего рамки практически незаметны. Снизу стандартный подбородок, сверху камера в каплевидном вырезе. Она на 5 мегапикселей с оптикой f2.0. Умеет записывать видео в 1080p и предназначена для видеоконференций и поддерживает разблокировку экрана по лицу. Софт поддерживает и подсветку лица экраном, и портретный режим, и даже стикеры. Визуально основных камер две, но вспомогательный модуль на 0,08 мегапикселей никак не участвует в съемке. Вероятно, он используется системой для распознавания сцены, а также для создания эффекта глубины резкости. Основной объектив на 13 мегапикселей с оптикой f1.8 и быстрым автофокусом пригодится, чтобы запечатлеть что-нибудь при дневном свете или, например, сфотографировать документы. Присутствует режим Pro, возможность снимать таймлапсы, короткое видео и панорамы. Смартфон снимает неплохо за свои деньги. С включенным режимом HDR фотографии получаются приятными. Поговорим про железо. Смартфон работает на Android 11 под управлением достаточно мощного современного 8-ядерного процессора Unisoc T606, 2 ядра Cortex-A75 и 6 Cortex-A55 с видеоядром Mali G57. Присутствует 64 ГБ внутренней памяти и 4 ГБ оперативной, которую можно расширить дополнительно 1 ГБ виртуальной памяти, что тоже неплохо. А внутреннюю можно расширить с помощью карты памяти. Мощности смартфона хватает и на экран 90 Гц, и на различные программы, мессенджеры, казуалки, и он неплохо тянет трехмерные онлайн-игры, например, PUBG или Genshin Impact на средних настройках графики. Для устройства бюджетной ценовой категории это отличный результат. На телефоне доступен игровой режим Darwin Engine, который обеспечивает более плавный игровой процесс. В нем также доступны интеллектуальные настройки, например, сокрытие уведомлений в процессе игры и другие функции. Тротлинга и нагрева у данного чипа нет. Перейдем к самому корпусу. В руках он лежит невероятно приятным. Размеры и вес вы видите на своем экране. Крепкий, сбитый пластик с покатыми краями. Внутри аккумулятор на 6000 мАч, заряжается он быстрой зарядкой на 18 Вт. При повседневном использовании без игр смартфон продержится более 3 дней, а при более активном использовании примерно 1,5-2 дня, что неплохо. Блок камер объединен со сканером отпечатков пальцев и почти не выпирает из корпуса, что очень приятно. Задняя панель украшена рисунком из вертикальных полос. Смартфон можно купить в 3 цветах – черном, синем или в зеленом. Расположение кнопок типичное: качелька громкости сбоку и клавиша питания под ней. У смартфона бескомпромиссный аж тройной лоток под 2 нано-сим-карты и слот для карт microSD до 256 ГБ. Да, снизу
порт microUSB 2.0, но он поддерживает USB OTG, что дает возможность подключить к смартфону различные гаджеты. Также снизу можно найти аудиоджек, монофонический динамик и единственный микрофон. Вибрация без изысков, но тактильно приятная. Смартфон поддерживает Wi-Fi на частоте 5 ГГц и NFC, что позволяет оплачивать покупки через MirPay. И за эту сумму это супер. itel Vision 3 Plus – образцовый пример бюджетного смартфона с NFC. Благодаря всем его характеристикам он точно выделяется в насыщенном сегменте до 9000 рублей. Большой экран и долгая работа на одном заряде будут удобными для взрослого поколения, детям и людям, которые не хотят много тратить на смартфон. Частота обновления в 90 Гц особенно заметна в некоторых играх или при быстром пролистывании страниц. Благодаря ей не происходит неприятных притормаживаний, характерных для бюджетных моделей. В итоге получается аппарат, который и не пробьет дыру в кармане и покроет все основные потребности в современном гаджете. Этакая рабочая лошадка. Здорово, что в 2022 году можно купить смартфон дешевле 9000 рублей и радоваться его функциональностью. Напишите в комментариях, как вам смартфон. Спасибо за ваши лайки, подписывайтесь на канал, впереди много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.